Всем привет, меня зовут Михаил. Я не употребляю мясо более 4 лет, являюсь полностью веганом более 3 лет. Это видео о том, какие показатели анализов у меня на данный момент спустя этот промежуток времени без продуктов животного происхождения. А еще оно о том, как и где сдавать анализы и куда бежать, если вы не знаете, что делать с этими цифрами, которые вы получите в итоге. С этим как раз таки все просто. Не так давно компания Lab4U разработала специальный комплекс анализов для проверки состояния здоровья веганов. Вернее, даже два. Один из них называется базовый, а второй ежегодный. Я сдал второй, он более расширенный и более углубленный. Что это за анализы или компания, очень легко узнать, зайдя на их сайт Lab4U, либо скачать приложение, выбрать необходимый анализ и ознакомиться с его содержимым. После выбора необходимого анализа едете в ближайшую точку пункта сдачи крови, сдаете кровь и через несколько дней получаете развернутый анализ по вашему состоянию здоровья. Выглядит это примерно так. На нескольких листах приведены биохимические исследования, где указаны референсные значения, а также результаты конкретно ваших анализов. И по некоторым показаниям, к сожалению, у меня обнаружены дефициты, а по некоторым даже переизбытки. Например, у меня низкий показатель витамина В12 спустя 3 года на веганстве. Хотя еще 2 года назад, даже 1,5 года назад этот показатель был абсолютно в норме. Именно для этого я сдаю анализы, для того, чтобы отслеживать динамику изменения тех или иных веществ, витаминов в моем организме, присутствие их в моем организме. А также выяснилось, что у меня повышенный холестерин, что говорит как минимум о том, что я употребляю слишком много жиров. Это те выводы, которые я могу сделать по этим анализам самостоятельно. Но эти цифры могут показать и рассказать вам о вашем здоровье, как в частности о моем, гораздо больше. Но для этого необходимо знать специалистов. Лично я знаю несколько человек, которые очень хорошо разбираются в цифрах, в этих анализах и смогут компетентно порекомендовать вам корректировку питания, какие-то БАДы, как улучшить свое здоровье, исходя из текущих данных. Здравствуйте. Меня зовут Хайров Ринат Рафикович. Я получил свой диплом в Дальневосточном государственном медицинском университете. Более 9 лет я работаю сосудистым хирургом в Федеральном медицинском учреждении. Дополнительно я получаю заочное образование в Канадском институте интегративной медицины. Более 5 лет я изучаю вопросы превентивной медицины в аспектах цельно-растительного рациона. Я и моя семья также придерживаемся этого типа питания. Меня попросили оценить анализы пациента на растительном рационе. Вот что я увидел. Скрытый дефицит железа, дефицит витамина D, дефицит витамина В12, низкий показатель фолиевой кислоты, высокий гомоцистеин. Базовая рекомендация, стоящая на первом месте, это коррекция рациона питания. Нет смысла искать волшебную таблетку, если ваш рацион имеет погрешности. Важно понимать, что основой растительного рациона являются крупы, злаки и бобы. Эти продукты настолько важны, что их необходимо употреблять каждый день, в идеале каждый прием пищи. Ягоды, фрукты, овощи, листовая зелень, орехи, семена вносят необходимое разнообразие в наш рацион и тоже должны быть на вашем столе каждый день. Такие крайности, как питание только фруктами или избегание термически обработанных продуктов, может привести к дефициту макро- и микронутриентов. Этому пациенту, чьи анализы я только что прокомментировал, необходимо будет принимать препараты или добавки железа, препараты или добавки витамина D, терапевтическую дозировку витамина В12 в сублингвальной форме. Для снижения гомоцистеина необходимо будет в первую очередь отказаться от кофе, прием терапевтической дозировки фолиевой кислоты, добавки бетаин или триметилглицин. Это вещество, которое метилирует гомоцистеин и выводит его из кровотока. Длительность терапии около 3 месяцев и обязательный контроль анализа. Похожая ситуация не редкость. Она встречается как у людей на традиционном питании, так и у приверженцев цельно-растительного рациона. Соблюдая несложные рекомендации, исправить недочеты в своем рационе и скомпенсировать дефициты не составляет большого труда. Найти и обратиться к такому золотому доктору вы можете по ссылке в описании, там будет ссылочка на его инстаграм-аккаунт. Подписывайтесь, общайтесь и читайте очень полезную информацию о растительном питании. Но, друзья, таких врачей 1 на миллион, зато практически у каждого есть знакомый знакомого, который 100% шарит во всех этих анализах. У меня тоже есть такой, и зовут его Ника. Здрасте. У себя? Заходите, бля!
Да я не тебе. Да подожди, не реви ты. Что, плохо тебе? Какие сосиски? Я сказал редиску. А, ну, кремния в ней много, для кожи полезно. Все, давай, короче, не отвлекай, в уши закап. Че тебе? Я анализы получил. Давай, сейчас посмотрим. Так, щитовидка в порядке, отлично. Поджелудочная печень, почки, хорошо. Белковый обмен, что с ним будет. Так, а вот и проблемки. Сейчас все будет. Так, короче, B12. Сначала пьешь по 2 таблетки в день, утром и вечером. Потом пьешь по понедельник и воскресенье на постоянной основе. Только не пей вместе с витамином С. Это D3. Вот, пьешь 2 недели по 1 таблетке. Летом не нужно. Это веганский? Обижаешь. Цинк. 1 таблетку на постоянной основе. Самое главное после еды обязательно, потому что он раздражает слизистую желудка, может вытошнить. Короче, йод на основе водорослей. 1 таблетка суточная норма. Для профилактики. Спасибо большое. Так, Мишань, ты главное не переживай. Ну а как Все я? будет нормально. Ну, а Попьешь тут- таблеточки. Ну точно Все поможет. будет, Миш, Ну всё, просто слово, я, пацаны. давай, откуда я знаю? Все нормально. Ну а я что-то должен. Ну, как договаривались. Ссылочку на Нику я тоже оставлю в описании. При желании можете обратиться к нему со своим вопросом, и он, я думаю, поможет вам с советом. Друзья, но есть и третий вариант. Сама компания Lab4U бесплатно делает расшифровку анализов. Мне такая расшифровка пришла на 11 листах. Такая расшифровка позволяет более расширенно посмотреть на данные, которые предоставляют вам анализы, а также важно понимать, что она не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Однако с такими расширенными данными вам будет гораздо проще общаться с абсолютно любым врачом, даже с тем, который находится в вашей местной поликлинике. Принесите ему анализы, покажите, посоветуйте порекомендовать вам лечение на основе этих анализов. Что касается меня. Теперь я принимаю все необходимые добавки, такие как B12, железо и витамин D3. Это очень важно. Я буду следить за состоянием своего здоровья, а также постараюсь сократить количество жирной пищи как в моих рецептах, так и в моем рационе. Тем более, что я собираюсь подготовить себя и свое тело к восхождению на Эльбрус в конце этого лета. Самое главное, поймите, это видео не о том, что веганское питание является неполноценным и что после вашего перехода на веганство вы обязательно получите дефицит каких-то витаминов или минералов. Абсолютно не об этом. Я рассказываю, что очень важно следить за состоянием своего здоровья на любом типе питания. Важно понимать, что нужно принимать превентивные меры. Я себя чувствовал абсолютно замечательно. Не было у меня никаких предпосылок для того, чтобы обращаться к врачам. Я сдаю анализы для того, чтобы отслеживать динамику. И как только эти анализы показывают, что тех или иных витаминов или минералов у меня не хватает, нужно скорректировать свой рацион. Немного, совсем немного, а также принимать необходимые добавки. Это очень важно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Помните, ваше здоровье – это самое главное. И обязательно переходите на веганство, будьте веганами, подписывайтесь, ставьте лайки. Это был Михаил Веган. До новых встреч, всем пока.